Привет, народ, с вами Скиф, и сегодня я приглашаю вас в увлекательное путешествие джунглями на Серпантиновую гору. Это третий день бесконечных испытаний. Плейлист с тактиками на каждый день я оставлю в подсказке. Скажу честно, откладывал до последнего. Для меня это самое сложное бесконечное испытание. По крайней мере, было самым сложным до того, как я проработал свою тактику. Слил более 3000 кристаллов и уйму времени. И вот сегодня я буду с вами ею делиться. Я считаю, это заслуживает лайка авансом. Набивать 40 миллионов на этом испытании можно и без тактики, просто запуская все плоты на одну лестницу. Но если вы хотите делать больше, каждый миллион придется выгрызать. В моей тактике вам не придется судорожно бить по экрану, раскидывая десант, в надежде, что на нем удержатся 2 берсерка, колоссы и прочее. Просто выпустили армию и ждем чуда. Используя такую расстановку, можно спокойно набивать от 60 до 75 миллионов урона. Давайте смотреть расстановку. Как всегда, по берегу я отметил красными точками и цифрами, подписал порядок высадки наших лодок. Красные линии – ограничения, дальше которых высадки лучше не делать. Черная точка – сюда будем выпускать первый десант для выставления армии. Синяя точка – сюда будем выпускать десант для поддержки нашей армии. Вроде бы пока что все, но давайте посмотрим на армию. Первый и третий плоты забиты арбалетчиками. Вместе с ними на третьем плоту 2 отряда ледяных лучников. Если не хватило арбалетчиков, заменяйте их теневыми призраками. Ледяные лучники должны быть обязательно. На втором плоту 3 инфернальных мага. Отряд ледяных лучников, маг воздуха для массового контроля и священник, чтобы спасать Эмира. Но об этом немного дальше. Четвертый и шестой плоты идентичны, по 2 отряда монашек и по 4 инфернальных мага. Инфернальных магов можно заменить магами молнии, либо любыми другими дальнобойными отрядами. Ну и пятый плот – монашки и маги силы. Магов силы должно быть хотя бы 2. Еще 2 можно заменить магами молнии и воздуха. Герой Мир на втором плоту. Смотрите видео до конца, там я покажу свою армию на 200 тысяч силы и ее результат. А теперь давайте атаковать. Открываем схему и все будем делать по ней. В черную точку отправляем десантника. Он собирает на себя половину острова. Нам нужно подождать максимально, чтобы у десантника осталось как можно меньше жизни, и потом отправлять первый плот. Тогда накопленные им войска побегут максимально близко к кораблю, что нам и нужно. И сразу на лестницу отправляем второй плот с Эмиром. Возвращаемся к первому плоту. Арбалетчики уверенно разбивают подходящие войска. Ориентировочно на 4-й волне мы отправляем 3-й плот им на подмогу. Зеркально отправляем 4-й плот на помощь Эмиру. Наши арбалетчики начинают бежать ко входу на лестницу. И самое время отправлять 3-й плот с магами силы. Это происходит плюс-минус на 5-й волне. Таким образом, мы сгоняем всех противников в одну точку, где и будем их уничтожать. Подобный прием мы не раз использовали при прохождении опытных мест. Всем советую посмотреть. На 7-й волне отправляем последний, 6-й плот на помощь Эмиру. За это время вражеские маги силы рассредоточили наши войска, и Эмир далеко не пройдет. Нам нужно, чтобы он держался всегда наверху ступенек, так он будет сдерживать основной напор вражеских войск, и при этом монашки будут доставать до него своим исцелением. Тем временем, не спеша, на угол мы начинаем подкидывать десант. До 10-й волны это еще не критично, но после наша задача не пропускать и хотя бы раз в секунду десант обновлять. При желании можете кидать по 2. Важно, чтобы монашки внизу успевали исцелять магов, которые к этому моменту оказываются внизу ступенек. Главное – отвлекать по максимуму берсерков. Не забывайте подписаться на канал и ударить в колокол, как бьет ледяной титан, ведь только здесь, именно для вас, я разбираю самые сложные тактики просто. Пельтасы напали на наших магов. Как ни странно, но это хорошо. Урон они наносят небольшой, и в то же время они не наносят его по ключевым фигурам – и Миру, и магам. Ориентировочно на 13-й волне надо ускорять выпуск десанта. Это даст нам лишние 5-10 миллионов. Фланг с арбалетчиками падает, но мы все еще можем использовать десант, чтобы продержать вражеские войска подальше от нашей основной армии. $67 миллионов. Отлично. Давайте смотреть статистику.
Основной урон наносят арбалетчики инфернальной маги, а остальные нужны просто для контроля. Также посмотрим статистику соперника. Наибольший урон наносят берсерки. Вот почему их нужно по максимуму долго контролировать. И поверьте, какой бы у вас ни был эмир, при встрече с двумя разъяренными берсерками ему будет ой как непросто. Как и обещал, показываю свой результат и армию на аккаунте силой 200 тысяч. Вот такая тактика у меня получилась. Надеюсь, теперь ваши результаты на этом бесконечном испытании станут лучше. Пишите в комментариях, сколько у вас получилось, и обязательно смотрите новое видео на канале. А с вами был Скиф. Всем пока!